Здравствуйте! В прошлом выпуске мы рассказали вам о жизни муравьев. Сегодняшний наш рассказ о термитах, насекомых по образу жизни, похожих на муравьев. Термиты – это насекомые с мягким телом, также широко известные как белые муравьи. Однако, несмотря на название «белые муравьи», они не являются муравьями и даже их родственниками, хотя во многом и схожи с ними по образу жизни. Они имеют небольшой размер от 4 до 11 мм. Их тело состоит из 3 отдельных частей, а именно головы, грудной клетки и брюшка. Они едят постоянно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Они едят и в то же время постоянно работают. В мире насчитывается около 3000 видов термитов. Они живут и работают колониями. У термитов есть несколько каст, которые отличаются по функциям и морфологии. Каждая каста имеет свои обязанности в колонии. Самый крупный член колонии термитов – это королева термитов. Это репродуктивные касты. Они отвечают за размножение и являются генеративными особами в колонии. Царицы могут размножаться партеногенетически, производя только женское потомство. Королева – это самое долгоживущее насекомое в мире. Термиты относятся к насекомым отряда Изоптера. Такое имя они получили, поскольку у них крылья одинакового размера. Изо – равный, и птерон – крыло. Крылья термитов имеют несколько отличительных особенностей, которые отличают их от крыльев других насекомых. Во-первых, крылья термитов очень тонкие и прозрачные, разделенные на 2 пары. Все это делает их труднозаметными в воздухе. Во-вторых, крылья термитов имеют очень сложную структуру, которая позволяет им летать на большие расстояния и маневрировать в воздухе. В теплый осенний день можно наблюдать появление тысяч этих крылатых существ. Они появляются после первых дождей, после засушливого лета, пробираясь сквозь размягченную почву, трещины на дорогах, червоточины в пнях. Это событие называется роение. Колонии посылают их наверх, чтобы они совершили свой короткий брачный полет. Особи с крыльями живут всего несколько часов. Крылатые самки располагаются недалеко от колонии. Самки обычно сбрасывают крылья после спаривания. Самец довольно внимательно следует запаху самки. Затем самцы и самки объединяются в пары, чтобы основать новую колонию. Они провозглашают себя королем и королевой. Эти их действия имеют решающее значение для выживания вида. Они остаются вместе всю жизнь. Король и королева обладают зрением, так как им необходимо найти партнера для спаривания из близлежащей колонии. В сердце термитника находится покой царицы термитов. Королева термитов может жить от 25 до 50 лет. Она откладывает яйцо примерно каждые 3 секунды, таким образом производя около 30 тысяч яиц в день. Эти яйца рабочие переносят в потайные помещения, освобождая место для будущих поколений. Здесь яйца охраняют могучие рыцари. Непрерывный поток яиц приводит к тому, что термитники растут очень быстро, достигая огромных размеров. В некоторых термитниках могут обитать до 3 миллионов термитов. Если король и королева умрут, их заменят молодые термиты. Термиты – это общественные насекомые, для которых характерно распределение труда внутри каст. Это относится к совместному использованию еды, жилья и ресурсов, а также сотрудничество в воспитании молодняка. Все члены колонии ухаживают друг за другом и стараются не допускать ничего, что могло бы навредить колонии. Социальные группы подземных термитов состоят как из самцов, так и из самок. В отличие от большинства других социальных насекомых, где большинство членов составляют самки, термиты очень маленькие и по размеру похожи на муравьев, что часто приводит к путанице. Кроме того, существует несколько различных типов термитов. Помимо репродуктивной имеются и другие касты, рабочие, отвечающие за сбор пищи, строительство термитников, уход за молодыми и защиту колонии. Солдаты, отвечающие за оборону колонии. У них модифицированные жвалы, и они могут производить клей или яд для защиты от врагов. Огромные головы солдат с грозными челюстями надежно защищают колонию от хищников. Также солдаты в повседневной жизни колонии присматривают за рабочими, этими молочно-белыми соседями по гнезду, выращивающими детенышей.
И так как большинство термитов слепы, солдат трясет головой, чтобы предостеречь рабочих от опасности. Как, например, в этом открытом месте, где отслоилась кора. На открытом воздухе их можно поймать, поэтому они отступают в безопасное место. В случае опасности солдаты постукивают по стенкам колонии, и исходящая вибрация предупреждает всех членов колонии об опасности. Опасность достигает своей наивысшей точки именно в тот день, когда крылатые особи выходят наружу и роятся. Когда термиты роятся, они становятся легкой добычей для муравьев и других хищников. Муравьи могут использовать этот момент, чтобы нанести серьезный урон колонии термитов, убивая как можно больше особей, прежде чем они успеют рассеяться. Солдаты-термиты быстро терпят поражение от нападения муравьев. Муравьи жалят и парализуют жертв, а затем уносят их, зажав в своих челюстях, стараясь захватить крылатых особей, а не питательнее. Таким образом, они стремятся накормить свою голодную колонию. В то же время хотят получить свой кусочек и пауки, и птицы. Помимо солдат, огромную роль в колонии отводится рабочим термитам. Их задача добывать единственную пищу термитов – целлюлозу, которая придает древесине ее структуру. Термиты поедают сломанные и гниющие деревья, и в этом плане они невероятно полезны. Но они становятся нашими врагами, когда направляются в наши дома в поисках древесины. Они строят проходы из слюны и почвы, чтобы соединить свое гнездо с жилищем человека. Тело насекомого подвержено высыханию, поэтому им нужны закрытые укрытия, чтобы не терять влагу. Им очень нравятся теплые и влажные места. Из-за своей скрытной природы термитов бывает трудно обнаружить, особенно неопытному наблюдателю. Существует гораздо больше шансов обнаружить признаки повреждения строений термитами, чем заметить самих насекомых. Недаром их называют бесшумными разрушителями, поскольку они могут прогрызать стены и полы, оставаясь незамеченными. В результате может быть нанесен значительный материальный ущерб. Попав внутрь жилища, они начинают питаться древесными волокнами. Иногда в их полупрозрачных брюшках можно наблюдать переваренную древесную муку. Переваренной питательной жидкостью взрослые особи кормят своих личинок. Они используют анальный трофалаксис. Это процесс, когда передача пищи или других жидкостей между членами термитной колонии осуществляется через анальное отверстие. Некоторые термиты строят свои термитники или гнезда на деревьях. Это явление называется арбореальными термитниками. Обычно это происходит в тропиках, где влажность воздуха высокая и часто идут дожди. Арбореальные термитники могут быть построены на стволах, ветвях или даже на листьях деревьев. Они могут иметь различные формы, размеры и структуры в зависимости от вида термитов, доступности ресурсов и других факторов. И все же многие виды термитов ассоциируются у людей с термитниками, возвышающимися над землей в виде башен, являющихся их гнездами или колониями. Термитники строят главным образом тропические виды, остальные же обычно просто выкапывают систему нор в грунте. Они могут иметь различные формы, размеры и структуры, в зависимости от вида термитов, доступности ресурсов и других факторов. Крупнейшие термитники могут достигать высоты 12,8 метра, а их диаметр может составлять 3 метра и весить до 12 тонн. Такую картину, где термитники отбрасывают тени на Красную Землю, можно обнаружить в австралийской глубинке. Они вырисовываются словно небоскребы, простираясь вверх на 8 метров. Вся пустыня превращается в город термитов. На одном гектаре можно насчитать более 100 термитников. Термитники являются одним из самых высоких построек, созданных животными. Говорят, что если взвесить все термитники по всему миру, то их вес будет превышать вес всех людей на Земле. Стены термитников строятся из простых материалов, комбинации экскрементов, измельченной древесины и слюны. Конструкции получаются очень прочными. Твердый внешний слой защищает драгоценное внутреннее содержание. Далеко не каждый хищник может разрушить эту оболочку.
Исключение составляют муравьеды, трубкозубы и панголины. Гигантские муравьеды своими мощными передними лапами с большими когтями наносят удары и могут быстро разрушить термитник. При помощи своего липкого 60-сантиметрового языка муравьед легко добирается до термитов. За один взмах десятки термитов прилипают к языку. Однако термиты не сдаются, они атакуют язык хищника. После нескольких тысяч укусов муравьед отступает, оставляя после себя разрушенный термитник. Не менее известным из хищников, пожирателей термитов, является панголин. Хорошее обоняние позволяет панголину безошибочно находить подземные гнезда термитов. Они имеют длинный и тонкий язык. Липкий язык длиной около 30 см позволяет вылизывать термитов из глубоких туннелей и гнезд. Чем суше климат, тем глубже располагаются термиты. Но глубина не смущает трубкозуба. Это самое большое в мире роющее животное. Лопаткообразные когти и мощные лапы позволяют ему копать на глубину до 5-6 метров. Взрослому трубкозубу требуется съедать в день около 50 тысяч термитов. Влажные термиты очень питательны. Миллионы термитов-архитекторов строят и поддерживают свой дом. Чтобы полностью построить термитник, насекомым требуется от 4 до 5 лет. Однако сильный ливень может разрушить насыпи, и термитам приходится постоянно ремонтировать свои курганы. Термитники ориентированы с севера на юг. В результате рассветные и закатные лучи освещают стенку термитника, согревая его, и полуденное солнце глядит лишь на узкое ребро, что позволяет постройке не сильно раскаляться днем. Внутри структура термитника напоминает шар. В нем имеются специальные структуры, которые используются для хранения и переработки пищи. Эти структуры могут включать в себя камеры для хранения пищи, грибные сады и специальные камеры для переваривания целлюлозы. Дальше находятся камеры для содержания яиц и разведения молодых личинок, репродуктивных особей. Имеется обширная сеть вентиляционных туннелей, позволяющих поддерживать внутри гнезда практически постоянный микроклимат. Белая субстанция – это грибы, которыми питаются личинки термитов. Термиты разводят грибы, такие как термитомицез, на специально откладываемых скоплениях экскрементов и кусочках древесины. Термитник выполняет не только защитную функцию, он поддерживает и благоприятную для этих древних насекомых среду обитания. Термиты стараются не контактировать с воздухом, так как их кутикула очень тонкая и не удерживает влагу, поэтому они стараются не появляться на солнце. Если им необходимо пересечь открытое пространство, они строят туннели-убежища из спрессованной земли и экскрементов, поэтому термиты более активны ночью. Таким образом, термитник выполняет функции склада, родовой камеры, защиты колоний от хищников, теплицы для выращивания съедобных для термитов грибов и защиты термитов от солнечного света и дождя. Термитники строятся надолго, и в них может жить не одно поколение колонии. После того, как старые владельцы термитника вымирают, в него вселяются новые жители. Термитник является лишь надземной частью их сложного подземного жилища. Сами же термиты живут под землей в гнездах. Они поднимаются наверх только для ремонта и защиты колонии. Кроме того, насыпи термитов служат для вентиляции, так как под землей находятся миллионы особей, которые выделяют токсичные газы. Таким образом, насыпи – это легкие колонии, позволяющие легко дышать. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух свободно проходит через пористые стенки термитника. Термиты используют естественное изменение температуры, когда день сменяет ночь, и происходит проветривание термитника. В течение дня внешние туннели кургана нагреваются быстрее, чем внутренние, и происходит выветривание горячего воздуха, содержащего диоксид углерода и метан. Ночью в термитник поступает свежий прохладный воздух снаружи. Таким образом, термитник охлаждается. Он является саморегулирующей структурой, которая может поддерживать уровень кислорода, температуру и влажность внутри гнезда. Таким образом, термиты являются одним из самых успешных и распространенных групп насекомых на Земле.
Их сложные социальные структуры, способность к строительству и обработке пищи, а также их способность к адаптации к изменениям окружающей среды делают их одним из наиболее интересных и интригующих видов в мире насекомых. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!